Тема сегодняшней лекции – теория прогрессивного развития биосферы. Первый вопрос. Происхождение жизни на Земле. Существует три точки зрения на происхождение жизни на Земле. Первая теория – это божественная. Вторая теория – космическая теория происхождения жизни на Земле. Или теория панспермии. Семена жизни проникли на Землю из космоса на метеоритах. Третья. Теория Александра Ивановича Опарина о зарождении жизни на Земле. Первая точка зрения, то есть божественная, является ненаучной и недостойной даже для обсуждения. Теория панспермии не нашла пока экспериментального подтверждения. Годы жизни Опарина – это 1894-1980. В 1924 году он выдвинул гипотезу, что при мощных электрических разрядах в земной атмосфере, которая 4-4,5 миллиарда лет назад состояла из аммиака, метана, углекислого газа и паров воды, могли возникнуть простейшие органические соединения, необходимые для возникновения жизни. Эти прогнозы Опарина нашли частичное экспериментальное подтверждение. Вы понимаете, если даже панспермия, где-то же жизнь возникла. То есть, даже если эти семена жизни проникли на Землю, но ведь где-то же жизнь должна возникнуть. Причины просто откладываются. Теория Опарина утверждает, что на любой планете, где возникли условия температурные, прежде всего, атмосфера, может возникнуть жизнь. Итак, экспериментальное подтверждение теории Опарина. В 1953 году американские исследователи Стэнли Мюллер и Гарольд Юри провели опыт, который подтвердил возможность по образованию органических веществ. Были экспериментально получены сложные органические вещества при пропускании электрических зарядов через смесь газов и паров, которая гипотетически совпадает с составом атмосферы древней Земли. Дальнейшие прогнозы Опарина пока не нашли экспериментального подтверждения. Средой возникновения жизни могли стать прибрежные районы. В качестве протоклеток Опарин рассматривал кооцерваты. Это органические структуры, окруженные жировыми мембранами. Кооцерватные капли напоминали сгустки органического вещества. Кооцерваты были способны адсорбировать
органические вещества из окружающей среды. В результате возник рост и обмен веществ с окружающей средой. Затем постепенно возникла наследственность и способность к воспроизведению себе подобных. Живые организмы изменили состав атмосферы Земля. Живые организмы, способные к фотосинтезу, выделили в атмосферу огромное количество кислорода. Живые организмы создали биосферу, понятие которое ввел академик Вернадский. Если сегодня где-нибудь в районах интенсивной вулканической деятельности и могут возникнуть достаточно сложные организмы, то они немедленно будут съедены, поглощены живыми организмами. Поэтому в настоящее время живое происходит только от живого. Генеалогическое древо в биосфере оказалось намного сложнее генеалогического древа в физическом мире. Главные ветки этого генеалогического древа – это растения, животные, грибы, бактерии и так далее. Второй вопрос. Биосфера и ноосфера. Биосфера – это оболочка Земли, состав, структуры и энергетика которой определяется деятельностью всех живых организмов. Биосфера – это открытая система. Извне она получает солнечную энергию, которая преобразует растения в процессе фотосинтеза. Живые организмы в прошлом преобразовали и поддерживают атмосферу в равновесии, поглощая углекислый газ и выделяя кислород. Другие живые организмы используют кислород для дыхания и выделяют углекислый газ. Многие микроорганизмы участвуют в окислении железа и восстанавливают сульфаты, что привело к образованию осадочных железных руд и месторождений серы. Ноосфера, от греческого «ноос» – разум, и сфера – это сфера разума. Итак, ноосфера – это сфера разума. Такая стадия развития биосферы, когда разумная деятельность человека становится определяющим фактором развития. Термин «ноосфера» введен в 1927 году французскими учеными Эдуардом Леруа и Тейяром де Шарденом, которые рассматривали ноосферу как мысленный пласт, вне биологическую оболочку мысли планеты, которая разворачивается над миром растений и животных. Вернадский трактует ноосферу как результат
человеческой деятельности. Сегодня влияние общества на биосферу достигло катастрофических масштабов и проявляется в экологическом кризисе. Следующий вопрос. Биография Чарльза Дарвина. Он заслуживает изложения его биографии. Обычно я пропускаю биографии в этих роликах. Итак, годы его жизни. 1809-1882. Его главная книга «Происхождение видов путем естественного отбора» увидела свет в 1859 году и стала переворотом в естествознании. Он рос шумным и озорным ребенком, любил неожиданные выходки. Он не любил ходить в школу, и его отец всерьез беспокоился, как бы сын не опозорил его имя. А отец послал его учиться в Эдинбургский университет, изучать медицину. Но Чарльз Дарвин быстро утратил интерес к медицине, бросил занятия, и отец решил дать ему профессию священника. Чарльз 3 года проучился в Кембриджском университете, но впоследствии считал, что он потратил это время впустую. Просто он искал свое призвание. По типу личности, конечно, Чарльз Дарвин был теоретик. В свободное время Чарльз собирал коллекцию насекомых и ходил на охоту, участвовал в попойках, играл в карты и горланил песни вместе с самыми беспутными и недалекими студентами. Один из его наставников выхлопотал для него назначение на должность натуралиста, исследователя на корвет «Бигль», снаряженный в кругосветное путешествие с научными целями. Это был, конечно, перелом его биографии. Дарвин собрал огромное количество фактического материала и изменил свои привычки. Он женился и поселился в деревне в 16 милях от Лондона, где работал в тиши кабинета. Говорят, что он занимался производством фарфора. У него, видимо, была какая-то мастерская, производством фарфора. Это было источником денег для него. Дарвин никогда не отличался крепким здоровьем. Он, по-видимому, имел невротическое расстройство, которое проявлялось в том случае, когда внешние события нарушали привычный ритм его жизни. Он стал необщительным. Теоретики все необщительные. Это вот расстройство, проявлялось в форме приступов рвоты, фурункулов, боли в желудке, появлению кожной сыпи, головокружения, дрожи в руках и подавленного состояния. Это свидетельствует, что по типу личности он все-таки был теоретиком, ярким интровертом, и поэтому кабинетным ученым. Ему было необходимо одиночество и возможность целиком сконцентрироваться на работе над новой теорией. Он избегал поездок в гости и сам старался никого к себе не приглашать. Теория эволюции Дарвина встретила суровое осуждение со стороны
священников и некоторых реакционных ученых. Да если бы он жил где-нибудь, я не знаю, в Испании, его бы сожгли на костре. Но он жил в Британии, там были, инквизиция не действовала. Сам Дарвин иногда называл себя дьявольским проповедником и признавался друзьям, что работа над теорией эволюции подобна исповеди приговоренного к смерти. Он знал, что после публикации своих идей он будет проклят как еретик, и держал содержание своей работы в секрете. Он знал, что прошли долгие 22 года, прежде чем Дарвин решился познакомить мир со своим открытием. Его теория опиралась на неопровержимые научные факты. Однажды он получил письмо от молодого натуралиста Альфреда Рассела Уоллеса, в котором тот просил помощи в публикации подобных идей, на изобретение которых Уоллес потратил всего 3 дня. Но идеи Уоллеса не имели глубокого фактического обоснования. Таким образом, идея эволюции витала в воздухе. На Дарвина это письмо произвело эффект разорвавшейся бомбой. Дарвин, по совету друзей, он понял, что он может опоздать. Уоллес уже додумался до того же самого за 3 дня. А этот работал, Дарвин, 22 года. Он просто мог опоздать. Дарвин по совету друзей сделал доклад на собрании Линнеевского общества и опубликовал свою главную книгу «Происхождение видов путем естественного отбора» или «Сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь». Весь тираж, который был раскуплен за 1 день. Это была сенсация, блокбастер. Эта книга стала сенсацией. Дарвин сформулировал свою идею о борьбе за выживание. После чтения книги экономист Томас Мальтус написал книгу «Опыт о законе народонаселения». То есть Дарвин сформулировал свою идею о борьбе за выживание после чтения книги экономиста Томаса Мальтуса «Опыт о законе народонаселения». То есть вроде бы Мальтус эти идеи изобрел немножко раньше. Эта же книга вдохновила Уоллеса. Вот, то есть все-таки все это, теорию эволюции придумал Мальтус. Ну, так бывает. Священники проклинали Дарвина, потому что иначе нужно было признать Библию ложной. Даже капитан корабля «Бигль» Роберт Фицрой с трибуны винил себя за помощь в исследованиях Дарвина. То есть он тоже проклял Дарвина. И через несколько лет этот Фицрой покончил жизнь самоубийством. То есть он считал, что он помог дьяволу, этот Фицрой. Борьба вокруг теории эволюции продолжается и в наши дни. В 1925 году в городе Дейтоне, штат Теннесси,
состоялся так называемый обезьяний процесс над школьным учителем Джоном Томасом Скоулсом, которого, это в Америке, в США, которого обвинили в преподавании теории Дарвина. Только в 1968 году Верховный суд США отменил закон, запрещавший преподавание теории эволюции. Вторая большая работа Дарвина называлась «Происхождение человека и половой отбор». Ну, она была о том, что человек и обезьяна произошли от общего предка. Вот такая биография. Ну, это Дарвин для меня пример для подражания, конечно. Итак, следующий вопрос. Теория биологической эволюции. Теория Дарвина. Согласно теории эволюции Дарвина, в биосфере действуют 4 фактора эволюции живых существ. 4 фактора эволюции. Первое – наследственность. Второе – изменчивость. Третье – борьба за существование. И четвертое – естественный отбор наиболее приспособленных. Сущность этой теории выражена в следующих положениях. В пределах одного вида существует огромный размах индивидуальной изменчивости признаков. Не существует двух абсолютно одинаковых особей. Все живые организмы обладают способностью к быстрому размножению. Если бы не было истребления, то потомство одной пары быстро покрыло бы всю Землю. Жизненные ресурсы ограничены, то есть пища ограничена. Поэтому возникает борьба за существование, за место под солнцем, за жизнь и возможность иметь потомство между особями одного вида и между особями разных видов, либо с природными условиями. В этой борьбе выживают сильнейшие, наиболее приспособленные особи, имеющие те отклонения, которые случайно оказались выгодными в данных условиях окружающей среды. Отклонения в наследственном аппарате возникают случайно, как будто Бог играет в кости. Потомки выжившей особи наследуют полезное отклонение и оказываются более приспособленными к данным условиям окружающей среды. Выживание и преимущественное размножение приспособленных особей – это естественный отбор. А естественный отбор отдельных особей одного вида в разных условиях окружающей среды приводит к расхождению признаков и к образованию новых видов. То есть особи одного вида могут спариваться и иметь здоровое потомство, способное к размножению. Особи разных видов, даже если у них есть потомство, оно не может в свою очередь иметь потомство. Например, смесь, скажем, если скрестить лошадь и осла, то получится мул. Да, он имеет полезное свойство, но мул не и может иметь потомство.
потому что это лошадь и осел разные виды. Люди это много раз делали, скрещивали, но мул не имеет потомства. Уже при жизни Дарвина, вывод, существует 4 фактора эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за существование и естественный отбор. Уже при жизни Дарвина в рамках теории эволюции была обнаружена одна неразрешимая проблема. Флеминг Дженкин указал, что благоприятные отклонения должны раствориться при скрещивании. Эту проблему разрешил основатель генетики Грегор Мендель, который доказал, что при скрещивании видовые признаки, записанные в генах, не могут раствориться, а передаются или не передаются потомству в неизменном виде. Гены бывают доминантные и рецессивные. При скрещивании доминантный ген подавляет рецессивный, но во втором и в следующих поколениях рецессивный ген все равно может проявиться в неизменном виде. Ну, например, карие глаза, голубые глаза. Доминантный признак – карие глаза. То есть, у большинства потомков будут карие глаза. Но потом все равно эти голубые глаза вылезут у внуков и правнуках. Вот так. В этом и в предыдущем параграфе были представлены теории эволюции физического мира и биосферы. Теория эволюции общества, то есть моя теория, эволюции, будет представлена в следующем параграфе.